Операция «Ликвидация». Машина высокопоставленного офицера взорвалась в родном городе Путина. Очереди на АЗС в России станут длиннее. Крупнейший производитель топлива полностью останавливает переработку. Крах банковской системы в РФ начался. Второй по величине банк катится в бездну. Мощнейший удар. Неожиданная помощь для Киева. Прилетов по украинским городам станет меньше. Тайное согласование новых поставок вооружений. Жесткое предупреждение для РФ, взрывы возле базы флота и теракт, совершенный россиянином в Европе. Об этих и других самых главных событиях к вечеру 27 августа. Четверг на дворе, до выходных рукой подать, но новости ждать не любят. В эфире «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Очередная пощечина российским силовикам. Среди бела дня произошло покушение на высокопоставленного российского офицера, и на этот раз на малой родине Путина. По предварительным данным, на Колпинском шоссе под Санкт-Петербургом в автомобиле неназванного подполковника сработало самодельное взрывное устройство. Военный погиб на месте, его супруга находится в реанимации. А ведь буквально накануне ФСБ и Росгвардия отчитались об учениях в Ленинградской области по поиску и задержанию условных ДРГ. Но с настоящими диверсантами, похоже, у российских слабовиков все куда сложнее. Украинские беспилотники снова ударили по Озону, причем сразу в 3 городах. Первыми пришли новости об атаках по объектам в Уфе и Оренбурге. В компании заявили, что склад в столице Башкортостана получил незначительные повреждения. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не возникло. Но сейчас он закрыт и временно не принимает поставки от продавцов. Распределительный центр в Оренбурге по версии Озона уже возобновил работу, но часть товаров в течение дня принимать не будет. А вот еще одному складу компании, на этот раз в Благовещенске, в Башкортостане, не так повезло. На кадрах с места виден большой столб дыма. Но самое главное, украинские дроны нанесли мощнейший удар по второму по величине банку России. Нет-нет, кадров взрывов и пожаров не будет. Грохот стоял виртуальный, на бирже. Там упали акции ВТБ. Его бумаги обновили исторический минимум. Впервые они опустились ниже номинальной стоимости и с начала года потеряли уже 45%. От максимумов 2015 года ВТБ лишился почти 90% рыночной стоимости. Сейчас банк с активами на десятки триллионов рублей оценивается примерно в 646 миллиардов. Для сравнения, это втрое меньше капитализации производителя кукол Лабубу. Объясняется все просто. Ранее банк стал стратегическим партнером Wildberries, а он после серии атак дронов потерял треть складской инфраструктуры и понес убытки в сотни миллиардов рублей. Кроме того, ВТБ связан и с Озон через залог акций, а бумаги самого маркетплейса с начала лета рухнули на 45%. Получается, дроны бьют по складам, а ударная волна потом докатывается уже до банковских котировок. Это как раз то, что несколько недель назад на пальцах объяснял совладелец Firepoint Денис Штиллерман. Wildberries – это самый крупный заемщик в России. И если мы его положим, это неминуемо приведет к обрушению огромного количества банков. Как минимум ВТБ. ВТБ сделал всю свою ставку на Wildberries. Похоже, этот план Киева работает. А вот Путину уже пора назначать Кириенко премьером, ведь дефолтом уже запахло. А в ведущих СМИ мира продолжают обсуждать недавний визит главы ЦРУ в Москву. Похоже, никто не поверил в версию, высказанную президентом США накануне. А Трамп назвал это редкое явление рутиной. А вот по данным The Wall Street Journal и Политика, Джон Рэдклифф летал в Россию предостеречь ее руководство от любого нападения на страны НАТО, прежде всего на Эстонию, Латвию и Литву. Американская разведка допускает, что Россия может попытаться проверить решимость
стоимость альянса ограниченной атакой, например, кибероперацией или небольшим вторжением. Кроме того, Рэдклифф, по данным политика, предупредил Москву о недопустимости военной и экономической поддержки Ирана. Официально Песков утверждает, что Путин с директором ЦРУ не встречался и контакты шли только по линии спецслужб. Но после возвращения в Вашингтон Рэдклифф сразу отправился на закрытое совещание Дональда Трампа с руководством Пентагона. Неудачи преследуют российский флот, и теперь не только на Черном и Азовском морях. Мощный взрыв прогремел у одной из баз вдали от фронта. Жители Приморского края сообщили об услышанном и увиденном в заливе Петра Великого возле поселка Волчинец, рядом с военно-морской базой Фокино. На видео видно густой столб дыма над морем. Что-то хорошее бахнуло. Так ни хрена себе. Очевидцы также заметили в районе военных. Минобороны России пока ничего не комментировала, а это ЧП затронуло уже Тихоокеанский флот, который совсем недавно посетил Путин. Здравия желаю. Именно отсюда, натянув пилотку, кремлевский стратег грозил кулачком Японии. Тут же он дал старт учениям, которые до сих пор продолжаются. Сегодня и завтра запланированы военные стрельбы морской авиации. И пока непонятно, был ли взрыв частью подготовки, нештатной ситуации или чем-то другим. Дроны на 100% тоже исключать нельзя. На фоне все более дальних украинских атак Россия начала защищать подлодки противодроновыми сетями. Такие конструкции уже заметили на базах и Тихоокеанского, и Северного флотов. В августе украинские БПЛА впервые добрались до Архангельской области, а в Северодвинске, где находится крупнейшая военно-морская база Северного флота, в выходные даже отменили массовое мероприятие в связи с дроновой опасностью. Мы сегодня уже стоим в 4-ю очередь. Очереди на АЗС в России станут длиннее. Самый крупный частный производитель топлива в стране, как говорится, вышел из чата. У «Лукойла» остановились все основные нефтеперерабатывающие заводы в России. После вчерашней атаки дронов встал НПЗ в Нижегородской области. Ранее прекратили работу заводы компании в Перми и Волгограде. Вчера «Лукойл» не выставлял на биржу ни бензин, ни дизель, ни другие нефтепродукты. В Армении прояснилась судьба бывшего президента Роберта Кочаряна. Ранее он был задержан, и теперь суд отправил его под арест на 2 месяца по делу о превышении полномочий, получении особо крупных взяток и отмывании денег. Заседание продолжалось около 7 часов, после чего Кочаряна госпитализировали. Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год, а до этого возглавлял непризнанный Нагорный Карабах. На парламентских выборах в июне этого года его блок «Армения», который называли одной из 3 пророссийских сил, набрал около 10% голосов. Накануне другому бывшему президенту Армении Сержу Сарксяну назначили подписку о невыезде. Оба политика считаются сторонниками тесных связей с Москвой, а все это происходит на фоне информационной и торговой войны, которую Кремль много месяцев ведет против Еревана, пытаясь заставить соседа свернуть с курса на сближение с ЕС. Финляндия поможет Украине с ПВО. Об этом заявил президент Александр Ступп. Мы надамо Украине. Мы предоставим Украине, я не буду говорить, что именно предоставим, определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются у Финляндии. Мы все знаем, что приближается зима. Финны и украинцы кое-что знают о зиме. Поможет Киеву и Рим. В этом случае известно гораздо больше конкретики. По данным Ла Република, итальянское правительство тайно согласовало новый пакет военной помощи Украине примерно на 3 миллиарда евро. В него войдут 4 батареи САМП-ТНГ, ракеты-перехватчики Астер-30 и 7 радаров большой дальности. Главное здесь в том, что новые комплексы способны бороться не только с самолетами и крылатыми ракетами, но и с баллистикой. Часть ракет Италия должна передать уже до октября. Отдельно Рим и Париж обсуждают возможность разрешить производство Астер-30 прямо в Украине. Сейчас у Киева есть уже 2 такие батареи, переданные Италии и Франции, но они уже год стояли практически без дела из-за дефицита боеприпасов к ним.
Путин, похоже, готовится повышать ставки в войне. По данным Bloomberg, в Кремле считают, что переговоры по Украине зашли в тупик, и российский правитель готовится к новой эскалации. При этом источники, близкие к Кремлю, все больше опасаются, что в какой-то момент Путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию. Но Европа тоже напоминает, что у нее есть чем ответить. Как пишет The Telegraph, Германия обсуждает финансирование британской ядерной системы Trident. Берлин хочет глубже встроиться в ядерное сдерживание Великобритании и Франции, не создавая собственную атомную бомбу. Среди вариантов помощи называют участие в строительстве новых подлодок, производстве ракет, обогащение урана и даже размещение немецких Patriot для защиты базы Trident в Шотландии. Трагедия во Франции. На севере страны, похоже, произошло нападение на местных жителей по сценарию, который в последние годы часто используют террористы. Автомобиль намеренно въехал в пешеходов. Это произошло на дороге общего пользования перед железнодорожным вокзалом в этом районе. Последствия тяжелые. 1 человек погиб, 7 находятся в критическом состоянии. И еще 3 в тяжелом, но не критическом состоянии. По данным полиции, водитель оказался выходцем из России и ранее не находился в поле зрения спецслужб. Его мотив пока неизвестен. 4 побега из тюрем, перепиленные решетки, связанные простыни и даже живая пирамида из заключенных. Это не сюжет нового фильма или сериала. В Испании поймали албанца Тома Тауланта, которого итальянские СМИ прозвали королем побегов. По приговору этот настоящий Арсен Люпен должен был сидеть до 2048 года, но раз за разом находил способ оказаться на свободе раньше срока. В 2009 году он сбежал из тюрьмы в Терне, в 2013 из тюрьмы в Парме, а в том же году из бельгийской тюрьмы, использовав живую пирамиду, чтобы перебраться через стену. Его последний побег произошел в декабре 2025 года. Тогда ему удалось вырваться из тюрьмы строгого режима в Италии. Он перепилил решетку и спустился из окна по связанным вместе простыням. Об этом последнем побеге из тюрьмы в Милане мы вам, кстати, тогда рассказывали. На этот раз беглеца нашли в испанской Таррагоне. При задержании он отчаянно сопротивлялся, а при нем обнаружили поддельные документы и подозрительные купюры по 500 евро. Теперь этот криминальный Таулант снова в тюрьме и ждет экстрадицию в Италию. Спасибо, что выбрали Нехта. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся утром.